Всем привет! Рад всех видеть на своем канале. Ну что же, я выезжаю в землянку. Этот выезд у меня первый в этом году, друзья. За мной хороший снежный пейзаж. У нас буквально день назад были морозы. Сегодня на ночь выпало достаточно так снега. Снега уже, кстати, друзья, по пояс. Снега у нас нынче предостаточно. Я выезжаю в землянку. Сегодня я хочу вырезать окошко, поставить окошко, напилить досок и к концу ролика хочу сделать кровать, друзья. Не буду затягивать, друзья. Дорога у нас еще предстоит, так сказать, длинная. Снегу намело куча. Так что, друзья, тихонечко буду пробиваться. Ну и всем приятного просмотра. Подписывайтесь, не забывайте ставить уведомления, пишите, комментируйте. Всем приятного просмотра. Полметра снега. Да, друзья, надо срочно делать вытяжку. Это я из-за того, что закрыл дверь. И смотрите, что внутри. Но внутри, кстати, теплее, прямо чувствуется. Снега выпало очень много с последнего визита сюда. А визит был последние недели 3 назад, наверное. Снега, кстати говоря, по пояс, но выпало здесь где-то чуть выше колена. Так что заимел я сюда лопатку снежную. Буду сейчас разгребаться. Ну и, наверное, разгребусь, потом буду уже топить печку.
У меня первая авария. Смотрите, сколько образовалось внутри измороси. Ой, там куча прям. Надо срочно делать вытяжку. Вон там прям. И вот там прям капитально. Вот вроде дым пошел. Дым валит сюда. Блин. Фу, надо, друзья, срочно делать вытяжку. Либо, уходя, дверь не закрывать. Чтобы вот это вот не было. И получается, это все выходило и в трубе осталось. Блин, а дым-то густой валит. Фу. Вот этой лопатой черенок покороче. Сейчас попробую пробить. Так, дым повалил тихонько. Фу, блин. Хотел я этот Г-образный отвод закрутить на шурупы. Наверное, все-таки я это не буду делать. А то мало ли придешь пешком, допустим, это с охоты, у тебя же не будет с собой отвертки. Поэтому пускай остается так. Я думаю, это намного быстрее. То есть стукнул по трубе, отлетела, палкой прочистил, все, тяга пошла. Так что не надо здесь ничего закручивать, и так нормально. Надо, друзья, в следующий раз, пока нет вытяжки, вот это подувало, уходя, полностью закрывать. Оно, получается, было открытое, и, соответственно, был приток воздуха, и он выходил из трубы. И поэтому вот там конденсат образовался, который вскоре померз. Вот такая штука была. Она прямо вот перекрыла выход. Так что, наверное, надо будет закрывать. Буду я вставлять, друзья, окошки. Одно окошко у меня распашное. Оно будет у меня вот сюда устанавливаться. И вот второе глухое. Оно у меня будет на ту сторону. Вот у меня здесь отмечен уже центр. Сейчас буду примерять окошко. Как оно у меня будет-то? Вот так вот примерно. Вот так будет. Ну и тут отмечу. И прямо по месту буду распиливать.
Бревно у меня вот это не выпадает, потому что оно сидит у меня на шканте. Так, ну и буду сейчас тогда, в принципе, вот так распилю, и у меня вот эти все три бревна разом выпадут. Хорошо сидит. Супер. Вот вам, друзья, и окошко на месте. Здесь я уголки почесал, здесь почесал. Здесь не получилось сделать, неудобно не подлезть. Вот так, раз открывается и прям жарой сразу. Так, а внутри, смотрите, все вровень. Раз закрыл, повернул, все, никто тебя не достанет. Повернул, открыл. Здесь я сделаю какой-нибудь крючок небольшой, чтобы можно было регулировать поток воздуха. То есть надо так открыл на проветривание, захотел так сделал. В общем, друзья, вот такая красота. Вот. Смотрите. Здесь сейчас мхом закрою вот эти щели. И буду приступать уже ко второму окну. Второе окно у нас будет здесь. Дело у нас ближется. Скоро уже будем здесь ночевать. Будет стол, уже можно будет делать кухню лесную. Так что еще чуть-чуть потерпеть и будет. Окошко прямо встало плотненько, смотрится шикарно. Теперь у нас свет будет. Светлое время суток. Вот. И второе окошко будет тоже нам давать свет уже с той стороны. Фух.
Вот вам и второе окно. Здесь нужно будет подпенить, либо забить мха. Надо мох найти где-то. И все, друзья. Света, кстати, на мой взгляд, вот уже побольше стало. Солнечный день вообще, наверное, тут прямо светло будет. С окнами я закончил. Вот друг напротив друга они у нас встали. Стало посветлее. Окна смотрятся красиво. Здесь у меня глухое, здесь незачем. А здесь у меня оно распашное. Будем этим окном регулировать жару, поток жара. Будем проветривать. Так что вот так вот. Сруб уже начинает оттаивать. Сейчас я пойду пилить доски, дверь закрою, и все махом здесь растопится. Коротких досок я на кровать напилил. Получилось здесь у меня 12 штук. Ими я буду обшивать саму кровать. И мне сейчас нужно напилить еще длинную доску. Одна доска пойдет на пол, чтобы закрыть щель, оставшуюся там у самого края. И еще нужен брус, чтобы сделать вдоль землянки, чтобы уже на нее вот можно было вот эту доску подшивать. Пилю я небольшие маленькие брусочки. Вот я распилил пополам. Эта сторона обзольная. В общем, каждый миллиметр я тут берегу, потому что бревен у меня больше нет здесь под рукой. Так что вот из этого я выкраю. Вот. Распилил я ее пополам. И сейчас вот эту буду тоже пополам. И у меня будет 4 брусочка. И этого должно хватить. Вот так вот. Получается, ну, в принципе, тут 9 миллиметров. Хорошие брусочки выйдут. Ну вот и брусочек 9 на 9. Идеальненький. Тепло. Ну, сегодня будем, значит, в
тепле, в комфорте работать. Ух, прям жаришка тут. Работа была немногословная, да и болтать некогда. Очень много времени потратил на распиловку досок, на подготовку бруса. Очень провозился я с окнами, хотя вроде бы на первый взгляд что там выпилил, вставил, но нет. Вот это вся подгонка, все уголки, но получилось, друзья, намного красивее, если бы я бы просто выпилил и туда вставил, прикрутил окошко. В землянке стало уже, кстати, намного уютнее. Просвечиваются, так сказать, лучики солнца через окошки. Так что становится намного комфортнее. С тем бревном я закончил. Все, полностью я его выработал. Теперь нужно будет искать другое. Ну, она уже есть. Если будет необходимость, то будем уже то использовать. Там хорошая упавшая елка, она уже давно высохла. Скорее всего, даже уже и прогрызана вся. Ну, в принципе, на доску можно использовать. Так что будем в следующий раз ее пилить. Ой, ну, что еще вам сказать? Погода замечательная, хорошие зимние пейзажи. На улице где-то около 20 градусов привез я градусник. Будем его устанавливать. Правда, вот гвозди не взял. Ну, это ладно, в следующий раз и будем уже бдить за погодой у нас здесь в лесу. Но пролежали они у меня здесь в кофре, там было 20 градусов. Хороший такой зимний морозец. Солнце светит. В лесу тишина полная, все в снегу. Вот иди копни, да тебя засыпет сразу. Настроение прям, друзья, сказочное. Дымок хорошо идет так прям густым столбом кверху. Здесь у меня была щель из-за вот этой крайней доски. Она здесь чуть-чуть неровно шла. Это следующая шла ровно. Ровная доска была. А здесь небольшая щель образовалась. И теперь я вот тут небольшой клинышек делаю между ними. Все. Как и не бывало она тут.
Уже устанавливаю вторую лагу. Расстояние у меня будет 80 сантиметров. Хочу сделать широкую. Вот, и у меня сегодня прям фиаско. Вот, что-то я не ожидал, что мне понадобятся длинные гвозди. Здесь у меня только гвозди на 100 и саморезы на 50. И, в общем, вышел я из ситуации таким положением. Выпилил. И здесь вот эти на 100 гвоздями заколотил. И здесь аналогично. Вот эта дыра потом закроется доской, которую я тоже напилил. Вот она у меня пойдет вот так. И, друзья, только вы, наверное, будете это знать, кто смотрел этот ролик, что у меня здесь такая дыра. Рассказывать другим мы не будем. Кто не узнает, тот и не будет знать. Так что все здесь закроется, ничего видно не будет. Вот так вот. Эти у меня по 170 сантиметров. Буду пилить пополам. Сейчас хочу зафиксировать, чтобы уже разметить диагонали. И можно было потом уже смело вот эти крутить. Ну вот примерно вот как стоит. Как стоят вот эти лаги. Такая кровать у меня будет. Может быть даже чуть-чуть поменьше сделаю. День 75. Слишком уж широко. Здесь будет столик. В принципе, и все. Хочу сделать откидной. Думал сделать такой стационарный, но думаю, места здесь не так много. Лучше сделать откидной. Чтобы раз, откинул и спишь себе тепло от печки. Практически все, друзья. Осталось вот еще кровать усилить такими же подпорочками посередине, чтобы не прогибалась. Но тут брусок 90 на 90, как бы его с запасом, но все же нужно усилить. Усилю здесь и буду зашивать самодельной доской. Ну, вот так вот получается. Расстояние я сделал 76 сантиметров. Получилось 76 сантиметров. В принципе, вот. В следующий раз привезу с собой гвозди, либо саморезы длинные. И еще дополнительно все скреплю. А пока так наживил. Но досками обошьется, кровать станет жестче. То есть, возможно, даже и не будет. Не надо будет дополнительно зашивать. Больше половины кровати уже готово. Буду сейчас рубанком убирать вот эти стыки, вот эти грубые переходы. Доска у нас самодельная из-под бензопилы. Не идеальная, конечно. И сейчас буду вот этим рубаночком их сглаживать. Наконец-то я себе заимел электрорубанок на аккумуляторах. Видели вы, работаю я и другим аккумуляторным инструментом. Этот рубанок из этой же серии 18 вольт Redwerk. И наконец-то у меня появился электрорубанок, который будет работать не от сети 220 вольт. Рубанок этот, можно сказать,
Если сравнивать с моделью от 220 вольт, это 1 киловатт. Здесь из удобств есть регулировка выброса стружки. То есть, если надо в эту сторону, надо в эту. Так, глубина паза здесь 1,5 миллиметра. В принципе, достойно, как и на 220 вольт. Ширина здесь 82 миллиметра, которую можно снимать. Вот, здесь есть упор. Вот он, упорчик. У меня на электрорубанке 220 вольт такой штуки нету. То есть, когда рубанком заканчиваешь работать, он еще по инерции вращается, можно его положить. И он у тебя не попортит изделие и никуда не уедет. К коллектору рубанку я приобрел аккумулятор 8 ампер часов. Вот, если сравнить с 4 амперным, то есть смотрите, да, какие размеры. Электрорубанок, он, как правило, емкостный, и этого аккумулятора будет хватать подольше, чем 4 амперного. Аккумуляторы эти взаимозаменяемые, можно поставить и на циркулярную пилу, смотрите, все, одна линейка. Из удобств, что мне понравилось, здесь 16 тысяч оборотов, это как на электрорубанке, на сетевом. В комплекте есть мешок для сбора пыли, есть также параллельный упор, есть также ограничитель глубины паза. В общем, и все. Хороший незаменимый помощник, где отсутствует электричество. Что-то надо вдруг построгать. Не надо теперь мучиться ручным деревянным рубанком. Теперь есть электрорубанок. Вот за эту вещь я очень долго мечтал. И наконец-то у меня есть. Есть пила. Удобно теперь пользоваться, не надо ножовкой там, вот этой, которая не работает нифига. И рубаночек, что-то где-то подровнять, вот этот, допустим, самодельную доску, где-то что-то убрать, шероховатости. Хороший помощник, может быть, кого заинтересовал, ссылки оставлю внизу под роликом, посмотрите, почитайте, может вам понравится, ну, вещь хорошая. Заготовил я досок с запасом, осталось у меня 5,5 штук, вот, они у меня по 1,70 м, буду я из них делать в следующий раз стол. Стол будет здесь, стол будет откидной, чтобы места много не занимал. И вот так вот. То есть раз уронил, ночью спишь, от печки тепло. Позавтракать, поужинать захотел, откинул, поставил, все, у тебя стол тут как тут. Ну и, друзья, вот такие кровати. Кровати длиной получились 2,20, то есть тут для большого высокого человека вот так вот. Рубаночек у меня прям сегодня помогает. Ну и все, друзья, потихонечку буду собираться. Нужно вот подмести вот этот весь опил. Ну и в принципе на сегодня все. Поставленная задача выполнена в полном объеме. И вот такие хорошие кровати. Теперь можно при желании прийти, кинуть сюда фуфайку и заночевать. Зимой не замерзнешь, а летом тем более. Еще электричество надо будет в следующий раз сделать. Думаю, сюда сделать светодиодную ленту. Либо прикупить, возможно, какие-нибудь китайские лампочки, которые будут работать от пауэрбанка. Но это я еще подумаю, это будем делать с вами в следующей серии. О, хорошо.
В принципе, я готов уже ехать. Осталось за малым загрузить все эти вещи себе в корыто, и, в принципе, можно выдвигаться. Спасибо всем, кто оставался до этого момента. Спасибо всем, кто поставил лайк под это видео, подписался, написал комментарий в поддержку канала. Ну и, друзья, увидимся с вами в следующий раз. Такая работа. Уже можно. В ближайшие выходы уже здесь остаться с ночевой. Попробовать испытать, каково здесь вообще, в принципе, находиться. Как здесь сохраняется тепло. Ну и сделать, в общем, тест-драйв. Ладно, друзья, увидимся с вами в следующем ролике. И всем пока. Всем хорошего настроения. Давайте увидимся.